Всем привет! Все мы знаем, что самый простой и быстрый способ определить дистанцию точки лова – это просто взять и посчитать количество оборотов ручки нашей катушки. Эта информация может быть полезна, например, в том случае, если у нас произошел обрыв снасти и мы хотим вернуться на ту же самую дистанцию. Или, например, если мы знаем, что в данном месте лучше всего работает именно эта дистанция, то, зная точное расстояние от берега, мы сможем на это же место прийти в следующий раз и заклипсоваться там же. Но для этого необходимо знать, сколько сантиметров лески выматывает та или иная катушка за один оборот рукоятки. Ведь катушки бывают разные, и эта цифра может значительно отличаться. Поэтому данное видео так и называется «Как точно определить, сколько сантиметров лески выматывает катушка за один оборот рукоятки». Здесь, конечно, до безобразия все очень просто и примитивно, но тем не менее по этому поводу вопросы были. Ну и вот я решил снять такое небольшое коротенькое видео, чтобы показать, как это делаю я. Итак, берем вот нашу любую катушку, которой мы собираемся ловить, и делаем так, чтобы рукоятка смотрела строго вниз. Ну, она может смотреть, конечно, в любую сторону, но если она будет смотреть именно вниз, так будет просто удобнее всего. Итак, рукоятка смотрит вниз. Теперь мы аккуратно в таком положении кладем нашу катушку на стол и берем какую-нибудь липкую ленту. Ну, это может быть, например, там изолента, там скотч. Вот в данном случае у меня это такие клеющиеся ценники. Также это может быть, например, пластырь аптечный. То есть все что угодно, любая вещь, которая клеится. И берем эту липкую ленту, наклеиваем на шнур возле ролика лесоукладывателя. Вот прям возле самого ролика. Хорошо так наклеиваем, прижимаем, чтобы он не ездил по шнуру. Вот. Вот у нас, я надеюсь, видно. Вот у нас ролик лесоукладывателя и вот у нас липкая лента. Так, когда мы наклеили липкую ленту на шнур, теперь мы открываем задний ход катушки и тянем за шнур, то есть чтобы катушка отматывала шнур, и тянем до тех пор, пока наша ручка опять не вернется в прежнее положение, то есть вниз. Вот поэтому я и говорил, что так ориентироваться будет проще всего. Вот, отмотали шнур и видим, что наша ручка смотрит строго вниз, то есть она вернулась на то же самое место. Теперь в этом же положении, кстати, можно закрыть, зафиксировать задний этот тормоз и вот в таком положении положить катушку на стол. Итак, вот у нас катушка, вот здесь наша метка. Ну и как вы уже догадались, мы берем просто рулетку и меряем расстояние от метки до ролика лесоукладывателя. При этом не забываем, что шнур или леска должна быть в натяжке, чтобы это расстояние было максимально точным. И у нас получается ровно от метки до ролика лесоукладывателя ровно 98 сантиметров. То есть я теперь могу смело заявить, что данная катушка, а это катушка флагман Сквадрон 6000, она выматывает за один оборот рукоятки ровно 98 сантиметров лески. Вот так вот. О, кстати, я вообще этого не планировал. Я вспомнил, что у нас здесь есть катушка 2000. Сейчас я схожу ее возьму и еще проверю то же самое на 2000. Мы просто сравним сейчас, сколько выматывает вот 6000. Это крупная катушка для фидера Extra Heavy. И сейчас возьмем спиннинговую катушку 2000. Хочу порекомендовать напиток, который набрал большую популярность среди рыбаков и охотников. Это травяной бальзам Herbal Park.
В его состав входят более 17 компонентов, в числе которых 13 видов трав, натуральные соки и мед. Herbal Park имеет приятный травяной вкус и обладает невероятным согревающим эффектом. Мы довольно часто берем его с собой на рыбалку, особенно если планируем ловить ночью или когда прогнозируют сырую холодную погоду. Бальзам Herbal Park можно пить как в чистом виде, так и добавлять в горячий чай для более быстрого согрева. Значит, вот я принес катушку с размером шпули 2000, то есть это намного катушка меньше, чем 6000, как мы можем видеть. И поэтому довольно интересно, какая будет у них разница в выматывании лески за один оборот рукоятки. Ну, все то же самое. Опускаем ручку вниз, сюда наклеиваем клейкую ленту. Вот. Ленту наклеили прямо возле ролика. Теперь открываем задний ход и отматываем леску до тех пор, пока ручка опять не станет в свое нижнее положение. За один оборот выматывает 66 сантиметров лески. Вот такая вот разница. Эта катушка выматывает 98 сантиметров, это почти метр, а эта выматывает 66 сантиметров. Вот так вот. Заодно сделали такой небольшой эксперимент. Спасибо за внимание, подписывайтесь на наш канал, смотрите много интересного видео. Всем пока! Также смотрите другие интересные видео на нашем канале и не забудьте подписаться, чтобы ничего не пропустить.